тот день стояла прекрасная солнечная погода. Заканчивалась зима, и солнышко светило уже ярче теплее, чем обычно. Правда, тайга в последние дни календарной зимы совсем не похожа на весеннюю. Сугробы лежат повсюду и как будто даже не собираются таять. Приветствую вас, мои подписчики и гости моего канала. Очередная, добрая, деревенская история, рассказанная мне моим товарищем-охотником. Как вы знаете, у промысловиков много историй и баек, это одна из них. Буду рассказывать от первого лица. Лес тихий, в то же время звонкий, это от того, что многие звери еще спят, а перелетные птицы не оглашают лес своим щебетом, и каждый звук в этой тишине раздается отчетливо и громко. Холодно. Обитатели леса в морозы предпочитают прятаться в норах и в дуплах и поедать свои летние запасы. Но есть и такие, которые не делают запасов на зиму, рыскают по лесу в поисках зазевавшихся живых организмов, чтобы неслышно подкрасться к жертве, прыгнуть и сомкнуть свои мощные челюсти где-нибудь в районе ее горла. В лес я всегда ходил с ружьем и острым охотничьим ножом. Но ружье меня в этот раз не спасло. Волк шел за мной от самой заимки, прячась по кустам, и я не замечал и не чувствовал его присутствия. Видимо, зверь был очень голоден, раз отважился на такое рискованное нападение. Все-таки я мужчина мощный, под 2 метра ростом, меня не так легко завалить. Но волк все-таки прыгнул. Эффект неожиданности, конечно, сработал. Я упал лицом в снег, и ружье соскочило с моего плеча в сугроб. Волк рычал, кусался и старался добраться до моего горла. Зверь был достаточно сильным, несмотря на свою худобу. Что случилось с ним, почему он оказался один в этом зимнем лесу? Волки в эту пору обычно ходят стаями, но этот почему был один? Я дотянулся рукой до ножа на поясе и пару раз ткнул им в бок волка. Серый взвизгнул от боли и ослабил хватку, а потом и вовсе отцепился и упал на снег. «Ну что, братан, погорячился немного?» — спросил его я без злобы. «А чего злиться, если твой враг повержен, лежит у твоих ног и умирает?» Я стал искать свое ружье. Оно упало в легкий, глубокий снег, и мне потребовалась масса усилий, чтобы отыскать его. Я очистил его от снега, подошел к волку и нацелился на него. Чем мучиться от медленной смерти, лучше уж сразу, одним махом лишиться ее. Во всяком случае, мне так казалось, когда я решил убить волка, чтоб тот не мучился. Волк вроде бы все понял, посмотрел на меня. Взгляд этот, наверное, я не забуду никогда в жизни. Ненависть, жажда, обреченность и мольба — все смешалось в этом взгляде, которым волк, казалось, заглянул мне в самое сердце. «Да ты, брат, жить хочешь?» — то ли спросил, то ли воскликнул я, уже сомневаясь, стоит ли стрелять в лежачего зверя. Вроде бы нечестно, наверное, смешно выглядит со стороны, когда на взрослого парня наваливается сентиментальность. Но в лесу в этот момент никого не было, только я и раненый волк. «Если не будешь кусаться, попытаюсь тебя спасти», — сказал я волку. Он слабел и, кажется, был согласен на все, лишь бы поскорее закончились его страдания. Я накинул веревку на его пасть и затянул ее слегка. Потом связал ему лапы и взвалил тушу зверя на плечи. «Ну, если не издохнешь до деревни, то вытащу тебя с того света», — решил я мысленно. Волк не издох. Я притащил волка к матери в деревню, занес во двор и сбросил зверя в сарае на сено. Мать пришла посмотреть, всплеснула руками. «Зачем ты притащил сюда этого бандита?» — расстроенно упрекнула она, но в глазах ее стояла жалость. Мы осмотрели раны на теле волка, обработали их, сбрили шерсть вокруг порезов, засыпали их каким-то порошком, который принесла из дому мать. «Это антибиотик», — объяснила она, засыпая порезы порошком. Потом она ему еще делала какие-то уколы, я не разбираюсь в этом, а она все-таки всю жизнь проработала фельдшером в районном центре. На меня волк рычал и норовил укусить, а мать не трогала и даже иногда благодарно лизал ей руки.
К лету волк выздоровел и ушел в лес. Больше я с ним не встречался.